Всем привет! Добро пожаловать в новую постройку в The Sims 4. Сегодня у нас такая челленджевая постройка. В общем, я посмотрела на тренды, на то, что вообще народ строит, симеры, стримеры и все прочие, которые занимаются симсами, симошными постройками, так сказать. И я заметила, что многие строят по радужным цветам, дом в таком-то цвете, дом в таком-то цвете, и вроде как это что-то такое прикольное, интересное, чем много кто занимается, хорошо это смотрит, и я решила, почему бы и нет, мне не сделать такую же штуку. Но кто меня уже хорошо знает, в общем, я не сильна в домах, но это немножечко не мое. Мне не очень это интересно, но как-то вот мне больше удаются квартиры. Вот квартиры я люблю, я получаю от этого удовольствие. Дома я тоже строю, но по сильному вдохновению, так сказать. То есть, когда прям мне что-то реально захочется, я увижу какую-нибудь картинку, у меня появится какая-то определенная идея, тогда я строю. А вот квартиры я могу вообще в легкую строить в любом настроении, потому что я это люблю. В итоге у меня будут радужные квартиры, а не дом, а не дома, точнее. И вначале я хотела начать с зеленого, потому что, кто знает, я обожаю этот цвет. В общем, но так проанализировав свои подстройки, могу сказать, что у меня практически все зеленые. Да, я так или иначе я регулярно скатываюсь в зеленый. Ну, нравится он мне, я его обожаю уже много лет, это мой фаворит. Вот, и поэтому я решила взять противоположный цвет, который я очень редко беру. Я его, в принципе, не то, что я не люблю красный, просто как-то вот не лежит к нему душа. Я редко его использую, только когда хочу что-то вот конкретно разнообразить. Вот красный и оранжевый я очень редко применяю в своих постройках, еще синий, наверное. Вот синий что-то как-то тоже у меня не в фаворите, не в фаворе. Я его редко использую. И поэтому я решила начать с красного, потом поняла, что как раз-таки радуга-то начинается с красного, и я подумала, о, отлично, идеалиш, будем как раз-таки начинать с красного. И на самом деле, пока я строила вот эту квартиру, во-первых, это очень просто, потому что ты фильтруешь по цвету, у тебя достаточно ограниченное количество предметов, которые можешь использовать, и ты как бы просто складываешь их в какую-то такую пирамидочку, как-то так обустраиваешь, стараешься. Но у тебя нет такого гигантского выбора, поэтому я, в принципе, мне понравилась эта постройка и сам процесс, что, ну, когда у нас ограниченный выбор, нам всегда проще, нам не нужно думать много на этот счет, что выбрать, как лучше подобрать, какой цвет выбрать для кухни, для спальни, для того. Тут уже все определено за нас, все красненькое. Вот, в общем, я получила, на самом деле, удовольствие от постройки этой квартиры, насладилась процессом, в общем, класс. Я буду продолжать. Я буду перемешивать обычными постройками, но и вот эти радужные тоже, скорее всего, в течение месяца они выйдут, потому что столько 7 должно быть. Хотя, может быть, еще дополнительную розовую квартирку сделать, а потом еще чисто белую, чисто черную, чисто серую. Ну, короче, где-то 10 построек в этом челлендже будет построено квартир. Они все будут квартирами. Я думаю, что я не буду уже изменять этой традиции и как-то это перемешивать домами, потому что, ну, как-то вот, не знаю. Я сначала переживала по этому поводу, что мне не удаются дома, и мне не доставляет такого большого удовольствия строить именно дома. Я переживала, я пыталась все перебороть, и там в Пинтересте бесконечно сидела, насматривалась, каких-то построек других стримеров смотрела, симеров точнее, как они строят, какие у них идеи. И в итоге как бы получилось так, что у меня практически насилие над собой было, то есть я шла против какой-то своей внутренней природы, внутреннего желания, я подумала, зачем это, собственно говоря, нужно. Я канал создала для того, чтобы получать удовольствие, потому что я люблю строить, и мне интересно это показывать. Почему я должна мучиться и строить что-то противоестественное, потому что я думаю, среди вас тоже очень много людей, которые любят обставлять квартиры. Не обязательно всем строить дома. При том, что дома я все равно в итоге строю просто не в таком количестве. Ну, то есть пропорционально их немножечко, конечно, меньше.
Вот. Я на это все забила и начала получать удовольствие. Ну, то есть я даже больше начала получать удовольствие от стройки, чем раньше, потому что раньше мне давлело, что вот надо обязательно дома, и как-то мне казалось, что их больше смотрят, хотя это вообще абсолютная глупость на самом деле. Смотрят и то, смотрят хорошие постройки и все. Если квартира хорошо обставлена, интересна, с какими-то идеями, с какими-то там новыми предметами, еще чем-то, почему бы и нет, почему бы не набрать много просмотров. Вот. Конечно, какие-то там вычурные красивые дома есть на просторах интернета, которым я завидую. И я понимаю, что я, так не смогу. Но я учусь, я стараюсь. Вот. Но, с другой стороны, вот сильно себя переламывать тоже не стоит, потому что пропадает то, из-за чего, собственно говоря, ты начинаешь играть в Sims. Пропадает то самое удовольствие, из-за которого ты и начинаешь. Поэтому, мне кажется, это немножечко глупо. Вот. А с расстройства домов я все равно же практикуюсь, я стараюсь. Я по-прежнему смотрю другие постройки, там, на Пинтересте все это просматриваю. И, если честно, я очень сильно жду ферму, потому что мне все-таки интересно, будут там те крыши, которые показали в трейлере, или нет. Потому что вот на эти крыши у меня большие планы, честно признаюсь. Потому что я уже давно подумывала о том, чтобы построить деревню этих хоббитов. Я уже крутила-вертела все это дело много раз, но никак не получалось, потому что вся загвоздка в крыше. Так как там все вот эти изогнутые варианты, ты их изгибаешь, они все равно не так симпатичны, они не так изгибаются, как тебе нужно. И в итоге, не очень симпатичный внешний вид, то есть не так, как ты себе представляешь. То есть все равно ограничение такое серьезное, которое тебя расстраивает, и ты понимаешь, что это не та постройка, которой хочется делиться, потому что она получилась, такая достаточно посредственная. Вот, поэтому я, конечно, очень-очень жду. Да я думаю, что многие ждут, потому что, как ни крути, дополнение — это большое количество объектов, одежды, дополнений, тем более новый геймплей. Это такой большой пак всяких новых штучек и дрючек, с которыми мы можем развлекаться, которыми мы можем играться заново. В общем, куча всего новенького, что не может не радовать. Потому что, конечно же, нас очень разбаловали всеми этими каталогами, которые периодически возникают. То есть не нужно ждать нового обновления или нового дополнения, что новый контент постоянно нам подгружают. Они, конечно, не избалуют, честно признаться, разработчики. Мне кажется, что они, конечно, с новым контентиком немножечко так подразбаловали, потому что я начинала играть в Sims, когда новые обновления выходили один раз в год. И все. Никаких тебе обновлений, никаких тебе каталогов и наборов, ничего не было. Было одно дополнение в год. И все. Может быть, два было, но у меня на Новый год покупали один диск с Симсами, с новыми, и на этом все заканчивалось. Я следующий год весь играла в эти Симсы. Все. До следующего Нового года, до следующей коробки с диском с новыми Симсами. Так что я еще помню те времена, и поэтому сейчас я, конечно, чувствую себя королевой, что так много всего классного. Вот еще будет новое дополнение фермы, потому что его очень ждали. Мне кажется, это было самое долгожданное дополнение. Все очень ждали вот этих всех там коровок. Конечно, многие ждали этих... забыла название. Коней, лошадей. Многие, конечно, ждали лошадей, но у нас вместо лошадей будут ламы, зато их можно стричь. Мне кажется, это прикольно. В любом случае уже появится основа, потому что, как мы знаем, когда появляется какая-то основа действия, либо какого-то нового вида деятельности или еще чего-то, то потом оно расширяется постепенно, потому что уже каркас есть, и дальше можно немножко менять оболочку, и я думаю, что лошади все-таки не заставят себя ждать, может быть, они каким-то отдельным паком, дополнением, набором придут, кто его знает. Я думаю, что не обделят все-таки наличием лошадей. Вот. По мне, как
рекламы тоже ничего. Главное, что коровы появятся. Вот коров, мне кажется, даже во вторых, третьих Симсах, ну, короче, самые крутые какие-то Симсы были третьи по наполнению. Мне кажется, там их не было, а там были лошади, но коров там не было. И коровы классные были. Это очень интересно. Я очень хочу уже в это все поиграть. Прям. Но, кстати, осталось уже меньше месяца. Мы тогда, когда я первый раз начала говорить, вышел первый трейлер, и потом, больше месяца осталось, 1,5 месяца, зачем они так рано? А сейчас я понимаю, что уже как бы меньше месяца, блин. Еще чуть-чуть, еще немножко, и все. Ладно, поговорю немножко об этой постройке, то я опять ушла в какие-то дебри. Я, кстати, эту квартиру выбрала, потому что в новой серии дизайнера интерьеров нас пригласили сюда, в эту квартиру, сделать новую ванную, и у нас был полный фейл, то есть не получилось у меня добавить новую ванну вообще, то есть то ли программа меня не пустила, то ли я как бы предполагаю, что проблема во мне, в моей игре, или в чем-то вот, ну, как бы с моей стороны какая-то проблема, но и не исключаю, что проблема в самой игре. Как я уже озвучивала свое мнение в игре, что, возможно, это такие, ну, из-за того, что, возможно, такое еще сыроватенькое дополнение, какие-то вот такие баги, которые вылазят периодически. Я думаю, что потом они выкатят новое обновление, и они как бы это все исправят. У меня есть такое впечатление. А там посмотрим, на самом деле, потому что с вот этой проблемой пока никто не столкнулся. Я посмотрела кучу видосиков и форумов, что-то как-то не очень. Может быть, это и правда только у меня проблема, потому что у меня была проблема с общественным участком, но потом на следующем заказе с общественным участком все хорошо было. И здесь. Но вот я в следующей серии буду еще раз пробовать дополнительную комнату, но уже в жилом доме, ну, в обычном доме, а то у меня была квартира. Может быть, из того, что квартира. В общем, не знаю. Так вот, я эту квартиру вспомнила вдруг, что она есть. Я в принципе, ее люблю, у нее такая немножко странненькая планировка, но она прикольная, с ней можно поиграться, немножко повыкручивать себе мозг, и можно что-нибудь такое интересненькое как-то придумать. За счет того, что ограничение по цвету, вот этот весь красный, я упоминала, что я не люблю красный, но вы знаете, я вот когда фильтруешь по цветам предметы, ты начинаешь находить какие-то новые интересные предметы, новые расцветки, о которых ты даже не подозревал, хотя ты вроде строишь, там много чего смотришь, я стараюсь себя не ограничивать и просматривать там и расцветки и все такое, но все равно вылазит что-то такое. И вот есть несколько красных предметов, которые мне прям сильно понравились. Это шкаф в спальне, который, я думаю, вы уже видели, и стул, который здесь будет в кабинетике таком небольшом. Вот они красного цвета, такого крутого красного цвета. А еще мне, кстати, понравилось напольное покрытие, что были ковры, а не, например, паркет, потому что красный паркет мне вообще не нравится. Он, знаете, такой с краснинкой, какой-то такой темный. А вот выбор коврового покрытия меня не подвел в этом деле. И напоминаю, что следующий будет оранжевый, он будет через несколько дней, я думаю, выпущу. И тоже будет квартира, я пока не знаю какая, я еще пока думаю. Вот, надеюсь, вам понравилась моя красная квартира. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. И не забывайте, что мы проходим дневник дизайнера, то есть карьеру дизайнера в дневнике дизайнера. У нас там много чего интересненького. И вот постоянно встречаются какие-то неприятности, но зато интереснее с ними. А если все было гладко, то было бы не так интересно. Все, приятного просмотра.